Ну, всем привет, друзья! Очередное видео по модернизации нашего лодочного прицепа. Кто не смотрел предыдущее видео, оставлю ссылку на целый плейлист. Там полностью будут все видео о том, как я постепенно модернизировал лодочный лафет. Может быть, кто-то для себя что-то найдет интересное. Ну, а перед тем, как начать видео, чтобы поддержать канал, кому не сложно, ставьте палец вверх, напишите свой комментарий. Буду рад любому действию. Ну, а мы начинаем. В сегодняшнем видео, как по названию к видео вы могли прочитать, хочу сделать упор для лодочного мотора, точнее упор уже есть. Хочу сделать площадку, куда будет крепиться сам упор, поскольку кто, может быть, уже владеет лодочными прицепами, ну или, может быть, кто-то не знает, хочет там тоже сделать. Хочу сделать площадку для крепления упора для нашего лодочного мотора. В заводском варианте мне не понравилось это. Немножко тут что-то свои идеи были, наброски, плюс там еще подкинул еще знакомым. Ну и в общем разработали такую площадочку. И хочу показать сегодня, как можно своими руками сделать такую же площадку, чтобы крепить наш упор для лодочного мотора. Давайте покажу сначала, как выглядел упор изначально, что мы будем делать, чтобы было нагляднее и понятно. И сделаем вместе сегодня с вами эту площадку. В общем, изначально, друзья, был заводской куплен упор. В принципе, можно было сделать самому, но надо материал искать где-то, ничего под рукой не было. В общем, был куплен упор. Вот эта часть, вот такая, она изначально предназначена, продаются заводские такие килевые ролики, но поскольку у меня стоят колеса, этот ролик не нужно. Можно было его купить, упирается, но поскольку у кого НД лодки, может цепляться дном и неудобно, и поэтому было принято решение что-нибудь сделать другое, чтобы было так более универсальнее. Поэтому вот эта часть была обрезана. Также, поскольку вот упор он длинный, тоже был обрезан, вырезано сантиметров 10 трубы, кусок сварено. Здесь было закрашено, установил вот такие светоотражающие наклейки. Вот. И была, как и говорил ранее, разработана такая совместно площадка. В общем, площадка тоже идет из нержавейки. Ее размеры идут 10 на 9,5. Расстояние вот отступа от краев по сантиметру взято. Также были куплены вот такие П-образные скобы 60 на 60 М8 рым-гайки, ну и соответственно болты, шайбы, там гравера, чтобы это все нам скрутить. В общем, задумка, друзья, какая? Эту площадку вот на наши скобы установить сюда. Сюда буду, сейчас покажу, сделаны такие уши, приварены, и эти уши будут крепиться вот в эти отверстия. И соответственно у нас уже, у кого НД лодки, НД, да и вообще упор не будет задевать наше дно, и можно будет его также в принципе снимать быстро. И мне кажется, если будет продаваться мало ли прицеп или что, можно будет этот упор снять, продать, либо установить на другой. И да, у кого-то там цепляет дном, а у кого-то я видел интерцептор, который сзади вклеен на НДшках, он такой ярко выраженный. Тоже вот, если установлен заводской килевой ролик, ну неудобно, а вот с этой конструкцией его как бы задевать не будет. В общем, ребят, вот такие будут приварены уши, и вот в эти уши будут крепиться наш лодочный упор. Уши сделаны из пятерки, площадка из тройки. И вообще, как бы, хорошо было бы сделать все из пятерки, но материала просто не было. Ну, вот эта конструкция сильно нагрузки на себя никакой несет, поэтому стройки, в принципе, нормально будет. Ну, а уши уже, как бы, сделали с пятерки. Спасибо моим подписчикам, зрителям, выручили тоже на материал. Вот мы там, как бы, идею я подкинул, как бы, ну, будем говорить так, совместная разработка получилась, поэтому
Вот. Спасибо за предоставленный материал. Так, это все сам покупал. Вот. Ну и сейчас будем варить. Нам надо обычная сварка, электроды по нержавейке, помощник какой-нибудь. Сейчас вот это вот так приварим все и будем устанавливать. Еще один момент такой, когда вот этот упор, если кто тоже будет так делать, будете вырезать, вот эта труба, которая в комплекте идет, второй удлинитель, вставляйте, чтобы не повело и нормально все приварилось. Ну и тут, соответственно, когда будем варить, будем вот эти уши приваривать, будем вставлять в нашу трубу между упорами. Надо будет какой-то сделать зазор в виде вот такой шайбы, чтобы, когда будем варить, там ничего не повело и был зазор, чтобы можно было спокойно снимать и вынимать наш упор. Так что поехали. Так, ребят, в общем, приварил, вот сделал нашу пластину. Сразу скажу, желательно, если есть материал пятерка, берите с пятерки, немножко вот эту пластину ведет. Ну, старался сделать как лучше, поровнее. Вот, сейчас тут вот в таком положении буду крепить ее назад. Сейчас все соберу, покажу, какие гайки, шайбы ставил, и уже покажу конечный вариант. Так что вот, тут так получилось, все зачистил, может где-то неаккуратно швы, ну, для себя пойдет. Я же как бы не сварщик по профессии, учусь. Ну, главное, что крепко все держится. Ну все, ребята, в общем, собрал нашу конструкцию. Вот так выглядит. Давайте пробегусь быстренько, что я тут сделал. В общем, скобы наши обрезал, поскольку они были длинные. Здесь, ну, обрезал по длине, подгонял, все индивидуально. Здесь поставил одну усиленную шайбу, поменьше, гровер. И вот такие рым-кольца сделал. Можно было обычные гайки поставить, но поскольку мотор наш надо, ну, привязывать стяжками. И вот на вместо гаек вот эти использую рым-гайки. Сюда будут заводиться крючки от нашей стяжки. Снизу обрезал тоже, практически заподлицо сделал. То же самое сделал. Две шайбы, гровер и гайка. Здесь у нас идет сам наш упор, вот как я и говорил, который обрезал. Здесь зазор вот есть. Вот, посмотрим, как там, будет он намешать, нет. Вот. Ну, если что, можно вставить будет шайбу туда, даже две шайбы по бокам. И чтобы не было люфта, ну, даже можно одну поставить будет, но я его буду снимать. А почему буду снимать, сейчас покажу. Далее поставил шайбу и вот такой барашковую эту гайку, чтобы, ну, удобнее было снимать. И вот это так все вот выглядит. Там потом, когда установлю мотор, уже буду как бы регулировать, потому что вот эта часть, она, ну, регулируется, телескопическая. Ну и в принципе все. А почему я сделал вот эту часть съемную? Поскольку когда приезжаем на водоем, я ее буду снимать. Здесь, поскольку колеса, мы когда лодку будем спускать, нам будет мешать этот упор. Вот, мы просто его снимем и все. Как бы сделали такую конструкцию, мобильную такую, вот, разбирать. Ну а как это все будет выглядеть, смотрите в следующей серии. Это будет заключительная серия по модернизации лодочного прицепа «Компакт». Там покажу, что я сделал, потом установлю лодку, покажу, как это все у меня будет выглядеть. Вот, это будет завершающий такой сюжет у нас. Ну, а на этом, наверное, я свои видео буду заканчивать. Если данное видео вам понравилось, подпишемся на канал, поставим лайк, дизлайк, напишем комментарии, что думаете по поводу проделанной работы. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.